Когда жена этого человека почувствовала, что беременна, он был безумно счастлив. Однако, к его удивлению, когда она родила, ребенок был черным. Несколько дней спустя мужчина узнал причину этого и разрыдался. Когда Бритни и Генри встретились в первый раз, они по уши влюбились друг в друга. Знаете поговорку: «Когда ты, наконец, находишь свою вторую половинку, ты просто понимаешь это». Именно это чувствовали эти двое. Оба были готовы на все ради друг друга и мечтали о том, какие у них будут совместные дети. «Я думаю, что ребенок будет похож на меня», — говорила Бритни, и Генри отвечал: «Нет, они будут похожи на меня». Все это время было весело, но вскоре они оказались перед дилеммой. После недолгого знакомства Генри попросил руки Бритни. Они поженились и стали жить своей лучшей жизнью. Через несколько месяцев после свадьбы Бритни забеременела. Пара была безумно счастлива, и беременность протекала спокойно и планомерно. Вскоре они записались на прием в больницу, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Оказавшись там, они увидели, как врач проводит ультразвуковое исследование. Было очень трудно понять выражение его лица, так как он сохранял невозмутимый вид. Почему он хмурился? Не заметил ли он, что с ребенком что-то не так? Они недоумевали, пока врач продолжал пристально вглядываться в экран. Казалось, он пытается что-то решить или тщательно подбирает слова. Теперь вся комната была наполнена напряженными эмоциями. «Что-то не так», — запаниковала Бритни, а Генри уже почти потерял самообладание, когда врач, наконец, поднял голову. И снова его глаза ничего не выражали. Было трудно сказать, что происходило у него на уме. «Подождите», — быстро сказал врач и бросил еще один взгляд на экран компьютера. После того, что теперь казалось вечностью, врач, наконец, оторвал взгляд от экрана. И, широко улыбаясь, он сказал перепуганной паре: «Поздравляю! У вас будут 2 девочки-двойняшки». Затем он объяснил, что было трудно определить пол одной из близняшек, так как другая все время появлялась на пути. Наконец-то все встало на свои места. Врачу пришлось сохранять невозмутимое выражение лица, пытаясь определить пол второго близнеца. Бритни и Генри были вне себя от восторга. Они никогда бы не подумали, что у них будут близнецы. Но они и не подозревали, что природа приготовила для них еще больше сюрпризов, и этот был ни с чем не сравним. По мере приближения срока родов Бритни и Генри готовились к появлению близнецов. Они подготовили комнату и даже купили красивые одинаковые наряды. Через несколько недель после начала 9-го месяца Бритни и Генри были дома, готовясь начать свой день, когда у Бритни отошли воды. Это был особенный момент, к которому они готовились, поэтому сильно не запаниковали. Они просто собрали чемоданы и отправились прямиком в больницу. Эта пара ожидала, что все пройдет гладко, но вскоре в их головах возникло несколько вопросов, на которые отчаянно требовались ответы. Прибыв в больницу, Бритни была срочно доставлена в операционную для экстренного кесарево сечения. Через несколько минут после этого появилась первая малышка весом 5 фунтов, а 60 секунд спустя на свет появилась вторая девочка весом 6 фунтов. Они обе пронзительно закричали. Это был самый прекрасный звук, который Бритни когда-либо слышала. Только сейчас до нее дошло, что она стала матерью, и ей это понравилось. Девочек немедленно забрали на осмотр. Затем, несколько минут спустя, акушерка вернулась с ними и передала их в приветливые руки Бритни. И тут она заметила нечто совершенно шокирующее. Бритни отметила, что у девочек были красивые глаза, но было и что-то очень странное. Видите ли, волосы Тиффани были светлыми, в то время как у Катрин были черные, и у нее была более темная кожа. Все было так запутано. На мгновение Бритни подумала, что глаза ее обманывают, но каждый раз, когда она проверяла, было одно и то же. Разве близнецы не должны быть похожи друг на друга?
И даже если бы они не были идентичными, было бы нормально, если бы они были такими разными, подумала она. Это показалось странным, но она чувствовала себя так плохо после кесарево сечения, что на том этапе не придала этому значения. Все, что имело значение, это то, что мои драгоценные дочери благополучно появились на свет, сказала Бритни. В тот момент Генри был так увлечен прибытием своих дочерей, что даже не заметил никакой физической разницы между ними. Но на следующий день он заметил, и его реакция повергла всех в шок. На следующий день Бритни и Генри были в больничной палате, когда новоиспеченная мама обратила их внимание на физические различия между малышками. Генри бросился к своей жене и взял детей из ее рук, и в течение следующих нескольких секунд он просто смотрел на них. Он думал, что дети не его? Бритни испугалась. Но в этот момент Генри внезапно разрыдался. «О, Боже! Как же так? Почему я? Почему я?» Он громко рыдал. «Что случилось, милый?» Бритни заикалась. Она не могла понять причину такой реакции, но, что бы это ни было, она догадывалась, что это было что-то нехорошее. В этот момент Генри положил детей в кроватку, затем повернулся к Бритни и бросил на нее очень тяжелый взгляд. Казалось, он вот-вот утонет в эмоциях, которые его охватили. Затем он направился к Бритни. Каждый его шаг заставлял ее сердце учащенно биться. Почему ее муж вел себя так странно? Ему не нравилось, как выглядели девочки. Что именно происходило у него в голове? Бритни все еще была так погружена в свои мысли, что даже не заметила, как муж подошел к ней вплотную. Она просто почувствовала, как его руки обхватили ее, и он крепко обнял ее. «Почему я? Почему мы?» — повторил он несколько раз. Бритни была в замешательстве, но все это исчезло после того, что сказал Генри. «Нам так повезло, спасибо, что подарила мне этих прекрасных двойняшек». Бритни, наконец, поняла, что ее муж просто расчувствовался, потому что ему действительно понравилось, как выглядят девочки. Видите ли, близнецы у этой пары — большая редкость, и подобные ситуации возникают, когда две яйцеклетки оплодотворяются одновременно, и одна из них наследует белые гены одного из родителей, а другая — черные. Через 4 дня близнецов выписали, и они отправились домой со своими родителями. Бритни ожидала, что кожа Катрин со временем станет светлее, но этого так и не произошло. По мере того, как девочки росли, кожа Тиффани становилась светлее, в то время как кожа Катрин становилась темнее. Каждый раз, когда они выходили на улицу, посторонние часто спрашивали Бритни, почему девочки носят одинаковые наряды, и она с милейшей улыбкой отвечала, что это потому, что они близнецы. Их не волнует, насколько они разные, их связывает невероятная любовь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.